Привет, друзья, школьники, учителя и любители математики. Сегодня у нас, фактически экзаменационная задача из сборника Ященко 26 года. Дан параллелограмм, проведены биссектрисы двух углов. Отрезки биссектрис равны 6 и 8. Одна из сторон, левая, равна 7. И нужно найти площадь этого параллелограмма. Дам буквы и попробуйте сами решить задачу. И прислать нам свое замечательное решение. Вот эта буква Е пусть будет. Все. Ну что ж, мы начинаем, поскольку задача для школьников, я немножко буду кое-что записывать, но не так подробно. Снизу я реальные условия написал, и оно немножко отличается от нашей задачи. Наша чуть посложнее. Я напомню, это отрезок биссектрисы красной 6, это 8, и сторона АБ равна 7. И нужно найти площадь параллелограмма АБЦД. Вот опытный геометр знает, что биссектрисы соседних углов параллелограмма взаимно перпендикулярны. Это и есть первый шаг решения. Но как на экзамене записать? Лучше записать так. Обозначим половинки угла B. Бета и бета, половинки угла С, гамма и гамма. Ну и первый шаг. Известно, что 2 бета плюс 2 гамма, то есть соседние углы параллелограмма, в сумме дают 180 градусов. Верно? Ну тогда бета плюс гамма дает 90 градусов. И в треугольнике BEC по теореме о сумме углов треугольника угол Е, лучше написать BEC, равен 180 градусов минус 90 градусов, то есть треугольник BEC прямоугольный, треугольник BEC прямоугольный. И тогда по теореме Пифагора в этом треугольнике можно найти BC. BC будет равно корню квадратному из 6 в квадрате плюс 8 в квадрате. Это египетский треугольник, Пифагорова троечка, 10. Все. Ну, мы нашли, что смогли. Доказали, что этот угол прямой и что BC 10. Все. Что делать дальше? А как вообще искать площадь параллелограмма? Площадь параллелограмма находится как произведение любой стороны на высоту, проведенную к этой стороне. У нас одна сторона АБ есть. Нам нужна высота, проведенная к этой стороне. Ну вот как ее удобнее провести? Ну, я думаю, что ее удобнее провести через точку Е. Посмотрите, через точку Е я проведу эту высоту. Ну, это общий перпендикуляр двух параллельных прямых, он же и будет высотой. Отмечу, что здесь прямой угол, и скажу, что МК – это высота. МК – высота этого параллелограмма. Высота. И вот теперь нужно подумать, как ее найти. И здесь нас должно осенить, должно прийти озарение. Нужно провести высоту из точки Е этого треугольника. Ну а почему так должно озарить? Да у нас биссектриса, а каждая точка биссектрисы равно удалена от сторон угла. То есть отрезок H поставлю. EH, вот этот, будет равен отрезку EM. Ну, в общем-то, это следует из равенства двух прямоугольных треугольников, если вы не знаете свойства этой биссектрисы, по гипотенузе общей и острому углу. Все. EM равно EH. Ну и справа то же самое. EK равно EH. Ну все. Вся задача теперь заключается в том, чтобы найти это EH. Ну, давайте скажем, что МК высота параллелограмма, а EH это высота треугольника. Высота треугольника BEC. И мы получили, что по свойству биссектрисы EM равно EK и равно EH. И вот наша задача найти это EH. Ну а как находится высота прямоугольного треугольника, проведенной к гипотенузе? Я думаю, можно воспользоваться готовой формулой. H равно АБ делить на С, где А и Б катет, и С гипотенуза. Откуда берется эта формула? Площадь треугольника прямоугольного, нарисую вот здесь прямой угол, можно найти двумя способами. Как половина произведения катетов
и как половина произведения гипотенузы на высоту, проведенную к этой гипотенузе. Отсюда следует АБ равно CH, H равно АБ на С. Тогда я здесь могу продолжить и сказать, что EH будет равно, ну, давайте сразу в числах, 6 умножить на 8 и разделить на 10, то есть 4,8. Таким образом, вот это будет 4,8. 4,8 и 4,8 дает нам высоту, которая будет 9,6. Ну и вот третьим крупным действием мы найдем площадь нашего параллелограмма S ABCD. ABCD это будет АБ умножить на высоту МК, и это будет равно 7 умножить на 9,6 равно, где-то я уже посчитал, 67,2. 67,2. Это есть ответ на вопрос задачи. Ответ 67,2. Ну вот, до конца подробно не записывая, я все-таки наметил основные этапы решения, но посмотрите, пусть эта задача из сборника Ященко 26 года, вариант 6, номер 25, будет вам на дом. Там сказано, что АБ равно 14, а расстояние от точки Е до стороны БС равно 7,5. Ну, я думаю, вы с легкостью теперь решите эту задачу. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.